Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о районах-хорошистах, крепких, ничем особо не примечательных середнячках, в которые едва ли кто-то мечтает переехать или наоборот страшно жаждет покинуть. Обычные такие среднестатистические панельные спальники, но каждый со своей историей. Кстати, в прошлом же видео мы с вами выяснили, что Рига делится не на районы или микрорайоны, а на городские округи. Но позвольте мне их все равно называть районами, так получается благозвучнее. Да и сегодняшние наши герои как раз полностью подпадают под это определение. Как обычно, благодарю вас за лайки, подписку, просмотры, донаты, спонсорскую поддержку и добрые конструктивные комментарии. И если хотите помочь мне накопить на новую технику для улучшения качества картинки, ссылка на Boosty будет в описании. Ну что ж, поехали! Золитуда. Район Риги, расположенный на левом берегу Даугавы в западной части Земгольского предместья. Граничит с городскими округами Бебербеки, Шампетерис, Плескудале, Мукупурвс и Иманта. Общая площадь 2,9 квадратных километра. Протяженность границ по периметру 7760 метров. Население 16,5 тысяч человек. В средние века в этой части Рижского патримониального округа обитало не очень много людей, потому как почва была не слишком благодатной для возделывания. Поэтому, начиная с века XV, рижские ратманы и богатые горожане стали здесь строить свои летние и в основном увеселительные резиденции. Изначально они представляли собой небольшие крестьянские хозяйства, предназначенные для получения дополнительного дохода и сельхозпродукции, но постепенно стали появляться также дачные и развлекательные поместья. Со второй половины XVII века число таких поместий вблизи города стало расти и достигло своего пика в веке XVIII. В 1768 году старейшина Большой гильдии Готхард фон Фегезак сдал в аренду Отто фон Фитингофу свою усадьбу Мейерсгоф. Через некоторое время фон Фитингоф ее покупает, а по наследству от отца ему достается имение Шваненберг-Хоф. Фон Фитингоф заказал у известного архитектора Кристофа Хаберланда проект нового хозяйского дома-усадьбы и после окончания строительства дает усадьбе новое название «Солитюд» с французского «одиночество». В 1788 году усадьбу посетил швейцарский астроном и путешественник Иоганн Бернулли III, и вот что он писал об этом в своих мемуарах. Это ухоженное владение. Его хозяин, тайный советник, снабжает город овощами, молоком и сливками. В усадьбе он устроил великолепный дом для гостей, где проводят пикники. Имеется замечательный парк, как регулярной, так и свободной планировки с аллеями, прудами и лужайками. В парке 3 маленьких павильона для развлечений, и в одном из них по бокам расположены оранжереи. Оранжереи украшают мраморные статуи и бюсты. Одна из статуй – Венера. В павильонах висят картины, правда, не слишком ценные. Усадьбу Мейерсгоф многие местные жители звали усадьбой радости, потому что фон Фитингоф часто устраивал там балы и театральные постановки. Когда фон Фитингоф женился на девушке по имени Анна Ульрика, то поместье решил назвать Анненгоф, или, как сейчас мы его зовем, Анненьмуйжа. До 1817 года Анненгоф принадлежала поместью Солитюд, но потом была отделена и продана как самостоятельное имение. В 1795 усадьбу Солитюд покупает Отто фон Игельстрём, а в 1865 торговец Карл Фердинанд Миллер. В 1877 все усадьбы были подчинены городскому управлению Риги. Болотистые земли, принадлежавшие усадьбе Солитюд, были разделены на 235 участков и сданы в аренду рабочим окрестных фабрик, мелким торговцам и крестьянам. В начале XX века в усадьбе действовала торфяная фабрика. Железнодорожный путь Рига-Тукумс поделил земли поместья на 2 неравные части между нынешними районами Иманта и Золитуде.
На рубеже XIX и XX веков возникли мелкие хозяйства в районе нынешних улиц Золитудес и Рикшотаю, южнее ипподрома. Подробнее про ипподром и происходящие там авиашоу я рассказывала в видео про рижские аэропорты. Если не видели, то рекомендую крайне. Золитудская усадьба в ту эпоху была местом отдыха с собственным хозяйством, парком и оранжереей, где выращивали деревья, привезенные из Санкт-Петербурга. Старожилы и сейчас могут показать аллеи и пруды, которые раньше были частями усадебных угодий. К сожалению, до наших дней усадебный комплекс не дожил. Kur mūža, teiksim, Dunaugas iela, tas ir mūžas ceļš. Mēs redzam, Dunaugas iela vecākas ēkas tieši šeit atrodas. Jā, uz stūra, ceriņa stūri, un 3 ēkas vēl uz priekšu. Jā. Trešajā mājā bija pirmais gruntsgabals. Tur ir 821, kas liecina, ka tas ir īsta mūžas teritorija. Mūža atrodas pie maza dīķa, jo tur ir iet aleja tieši uz stūri. Un Zolitūdas Jūrmalas ielas stūrī tur atrodas regulārais parks, kur apmēram 7 alējas, kur viņi staigājuši, bet tālāk jau uz Ceriņa ielas pusi bija saimnieciska puse, jo šī mūža nebija tikai izklaides mūžas, bet viņa arī piegādāja pienu pilsētai, un arī toreiz tā tradīcija bija, ka tie ridzinieki brauca dzert pienu vai pastaigāties tā izjust to mūžas atmosfēru. Bet šīs ēkas jau faktiski 1909. gada palika tikai 3 ēkas no visas tās apbūves. Un mūža, es domāju, daudz ātrāk sapruguši, jo 1901. gada plāna viņa vairs nav. Tas pati pils, kas bija 2 stāvu pils ar lielu augstu jumtu. 24 февраля 1924 года Сейм принял закон о новых административных границах города Риги. В черту города вошли обширные территории Пардаугавы, включая Балдераю, Даугавгриву, Клейсты, усадьбы Булю, Золитуде и Аннень-Мойжа. Во времена Первой Латвийской республики была проведена аграрная реформа, позволившая Риге при поддержке государства выкупать земельные участки усадеб, находящихся в пределах административных границ города. В начале XX века на территории Золитуды преобладала застройка индивидуальными домами. В 30-х годах начали строить и двухэтажные многоквартирные дома. В советский период Золитуда сначала входила в Ленинский, а затем в Ленинградский район Риги. Район отличался малоэтажной застройкой, зелеными садами и обширными пустующими участками. В 50-х годах здесь все еще строились одноэтажные дома на одну семью. Строительство панелек началось в 1985. Plešas plašumā. Senos nomaļnosaukumus iegūst jaunie mikrorajoni. Vienu no tiem projektējis Republikas valsts prēmijas laureāts arhitekts Juris Gertmanis. Mēs pat labam atrodamies dzīvojamā rajonā Zolitūde, kur celtniecība rit jau pusotru gadu. Tātad kā kompozīcijas pamatelements dzīvojamās apbūves struktūrā Zolitūdē 1 kalpo šī Ruses iela, kuras kontūras dabā jau ir sākušas iezīmēties. Šī iela savienos lielo mikrorajonu centru, kas būs arī pēc tam arī rajona centrs, ar pat labam eksistējošo staciju Imanta. Iela kalpos kā galvenais satiksmes transporta līdzeklis ar pilsētas centru. Mēs izvietojām ēkas plānā tādā pakavveidīgā formā. Autotransporta piekļūšana šiem pakavēm ir no ārpuses, līdz ar to tas deva iespēju iekšējos pagalmos pilnībā izslēgt transporta iekļūšanu un izmantot viņus iedzīvotāju vietējai sadzīvei, bērniem, kur rotaļāties. Ir liels prieks par to, ka dzīvojamā rajona Zolitūdas celtniecība rit kompleksi. Tas ir kopā ar dzīvojamām ēkām, vienlaicīgi tiek būvēti arī visi nepieciešamie sabiedriskie pakalpojumi. Tas ir veikali, pasts, telefons un tā tālāk. Daļa no šiem objektiem izvietojās dzīvojamā ēku pirmajos stāvos. Dzīvojamais rajons tiek apbūvēts ar 119. sēriju. Tāpat labā mums republikā ir viena no labākajām dzīvokļu plānojuma ziņā. Atšķirās no iepriekšējām sērijām viņa ar to, ka plānojuma pamatā ir tāda speciāla ieejas halle. Šī halle ir visos dzīvokļos. Tad vienlaicīgi ar dzīvojumu apbūvi tiek būvēti arī bērnu dārzi. Uz šī gada 1. septembra nodos eksploatācijā arī skolu. Patīkam, ka šī skola būs ar tādu baseinu. Bērnu dārzs ir 280 vietām, skola 1600 vietām.
119. sērijas fasāžu apdarē šajā rajonā. Plaši tiek izmantot brocā keramikas flīzīte. Mēs centāmies šo flīzi izvietot tādā veidā, lai radītu ne tikai zināmu vertikālu ritmu, bet uzsvērtu arī ēku horizontālo virzienu. Un piedāvām, lai šo flīzīti novietotu tuvāk garām gājēji tieši tam skatu līmenim. Jums bija iespēja iepazīties ar dzīvojamā mikrorajona Zolitūde 1. Turpmāk šeit tiks uzbūvēta vēl dzīvojamais mikrorajons Zolitūde 2 un Zolitūde 3. Dzīvojamais masīvs atrodas Jūrmalas tūmā, un turpmāk ar pilsētas центр то Савианос метро. Изначально собирались построить 4 микрорайона, однако из-за отказа от пуска метро, которое планировалось в том числе и для Золитуды, градостроительный план был пересмотрен и оставили только 3 микрорайона. Уже с конца 80-х в Золитудо селилась довольно состоятельная публика. Наверное, особую роль в этом сыграла возможность покупки кооперативной квартиры. В 90-х данное обстоятельство сыграло свою особую роль. Как отмечают ветераны латвийской полиции, ссылку на интервью я оставлю в описании, разбойных нападений в Золитудо совершалось крайне мало по сравнению с той же Имантой, однако было довольно много громких убийств коммерсантов и прочих авторитетных господ. В наше время при слове «Золитуда» люди сразу вспоминают обрушение торгового центра «Максима» в ноябре 2013 года, при котором трагически погибли 54 человека. Подводя итог, могу сказать, что ничего примечательного в этом спальном районе нет. Он удобный в плане сообщения с центром Риги и Юрмалой. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, нормальный выбор жилья, достойная 119-я серия, новостройки, частный сектор. Как куриный супчик с вермишелью. Вкусно, сытно, полезно, но скучно. Едем дальше. Мешцемс. Микрорайон в Видземском предместье. Общая площадь чуть более 7,5 квадратных километров, на которых проживают около 15 тысяч человек. 63% территории района занимает Бикерникский лес. Основная жилая застройка, как частные, так и многоэтажные дома, находится преимущественно в восточной части района. Активно селиться и заниматься сельским хозяйством на этой территории стали в XVII веке. Однако исследования в районе Бикерникской церкви показали, что самые ранние захоронения относятся к 1500 году. В 1694 здесь находилась деревянная церковь, в 1709 она сгорела, и только в 1765 возвели новую, каменную. Осветили ее 1 октября 1766 и назвали храмом Святой Катрины в честь визита Екатерины II в Ригу. Сейчас церковь называется Бикеру. Кстати, есть легенда, что когда Екатерина II в 1764 году посещала Ригу, она остановилась в одной из окрестных усадеб и попросила попить. Ей принесли чашу, которую местные называли бикерис. Это в переводе с латышского и есть чаша, кубок для питья. Вот Екатерина и прозвала это место Бикерами. В южной части Мешцемса, напротив Бикерникской церкви, находилась усадьба Каулу, в другом варианте – Франки. Она была образована после Великой чумы, вспыхнувшей в этом районе во время Северной войны около 1709 года. Одно из зданий усадьбы по адресу улица Бикернику, 126 сохранилось до наших дней. Соседние строения с адресами Бикернику 122 и 124, ранее значительно перестроенные, снесли в 2002. Северную часть нынешнего Мешцемса присоединили к Риге в 1934. Южная, ранее малозаселенная и использовавшаяся в основном под сельское хозяйство, была включена в город в 1974 с началом строительства многоэтажного района. Детальный план застройки был разработан Институтом Pilset Projects в 1971. На ранней стадии проектирования предполагалось, что все здания будут 16-этажными 104 серии. Однако на завершающей стадии проекта эта идея была пересмотрена. Многоэтажки строились в период с 1975 по 1986, и в них планировалось заселить около 15 тысяч человек.
Saudabīgs dzīvojamais rajonas Rīgā. Andris Kronbergs, viens no projekta autoriem. Mežciemam ir tā īpatnība, ka viņa teritorija ir ļoti neliela un ieskaut ar meža masīviem, un tātad viņa attīstība praktiski nav iespējama. Un tas deva iespēju izveidot tādu noslēgtu kompozīciju ar savu tādu saudabīgu, varbūt tās mikrovidi. Un mēs tieši pēc tā centamies, izvietojot ēku grupas, lai rastos sadabīgāka vide. Galvenais kompozīcijas elements rajonā pirmo reizi, varbūt Rīgā, ir mēģināt tā konsekventāk realizēt tādu ideju par gājēju ielu. Tā arī faktiski tā galvenā īpatnība, uz ko balstās viss tā rajona kompozīcija. Ir daži momenti, kas dažreiz liekas tā, būt tādam skumjam. Tad, kad galvenokārt tas ir tad, kad mums neizdodas rast tādu kopēju valodu, varbūt tās ar būvniekiem, kas izpild šos darbus. Tādas reizes, diemžēl, nav retas. В этих домах тоже праздник. Здесь справляют новоселье тысячи рижан. Иманта, Пурциемс, Весмилгравис, Мешциемс раскинули крылья своих домов новые микрорайоны. Около 2 миллионов квадратных метров жилой площади получили рижане за годы 10-й пятилетки. 40 тысяч семей въехали в новые квартиры. Справляет новоселье и известный художник Янис Бректе. Старая Рига. В ней он находил вдохновение. По итогу Мешциемс в основном состоит из домов 602 серии, в том числе модифицированной с двухэтажными квартирами, литовского проекта серия 464, а также отдельных 16-этажных домов серии 104. Квартиры в этих домах первоначально предназначались для художников и медицинских работников. В Мешциемсе находится и одна из крупнейших в стране больниц, известная в народе как Гайль-Эзерс, в честь озерца напротив, или официально Рижская Восточная клиническая университетская больница. Проектирование комплекса началось в 1966, а уже в 1970-м стартовали строительные работы. Первый корпус был введен в эксплуатацию в 1976 году. Гайль-Эзерс, в то время 7-я клиническая больница города Риги, начала свою работу 2 марта 1979 года и была 3-й крупнейшей городской больницей после первой Истрадания, созданная для обслуживания жителей новых районов. Помимо новейшей по тем временам инфраструктуры, в больнице также были уникальные подразделения, например, информационный центр лекарств и отравлений, центр ухода за больными эндокринного профиля, кабинет диабетической стопы, класс обучения больных сахарным диабетом, инсультное отделение, кабинеты гипертонии и остеопороза. В 1988 заложили первый камень в фундамент нового родильного дома, рассчитанного на 240 мест. Кстати, пока искала информацию о нем, наткнулась на услугу партнерских родов в Рижском первом роддоме. Оказывается, никакое это не новое веяние. Здание второго роддома планировали ввести в эксплуатацию в 1990 году, однако помешал развал СССР. Гигантский недострой манил бездомных и малолетних искателей приключений. Было даже несколько летальных исходов. Согласно последним новостям, заброшку вот-вот должны разобрать. Если хотите, могу снять отдельное большое видео о больнице Гайль-Эзерс. В 1954-м началось проектирование зданий новой Рижской киностудии. Об этом я тоже уже рассказывала в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании. В 1968-м открылся Бикерникский спортивный центр и трасса для кольцевых гонок, картинга и беговых лыж.
В самом центре трассы расположено небольшое озерцо Линезерс, куда местные летом ходят купаться. 22 апреля 1989 основали Рижский мотор-музей, крупнейший в странах Балтии. Вот смотрю на Мешцемс, у которого лес, 2 озера, мотор-музей, трасса, барахолка 3 раза в год, киностудия с киноархивом, нормальная инфраструктура, большой выбор жилья. Хочешь литовку, хочешь высотку, хочешь частный дом, хочешь новостройку, будет и новостройка. А сын маминой подруги все равно межапарк. Но если без шуток, мне не до конца понятно, чем Мешцемс хуже той же Юглы, а тем более Иманты. Я читала и ваши комментарии под другими видео про микрорайоны, и просматривала тематические группы, и не видела, чтобы кто-то рекомендовал переехать в Мешцемс или в принципе его сильно хвалил, как, например, Юглу, Иманту, Межапарк. Есть у меня на этот счет 2 предположения. Во-первых, это наличие огромной больницы и онкологического центра. Некоторым не хочется жить вблизи такого эмоционально непростого места, особенно если еще и окна на него выходят. Ну и во-вторых, шум от Бикернекской трассы. Она-то действующая и не просто покатушек ради, там и этапы Кубка мира проходят. А вы как думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и на десерт самый скучный рижский микрорайон, территория которого была включена в состав Риги тоже в 1974 году. Дрейлини. Не путать с селом в Стопинской волости, которое, по иронии судьбы, граничит с микрорайоном. Общая площадь чуть более 4 квадратных километров. Население около 6 тысяч человек. Соседствует с Плявниками, Пурвцемсом, Мешцемсом и Юглой. Считается, что название Дрейлини происходит от фамилии рижского ратмана Мельхиора Дрейлинга, загородному имению которого принадлежали эти земли. Хотя само имение под названием Дрейлингсбуш находилось в районе нынешней Шкиротавы, и территория аж до самого торгового центра Акрополь носила название Дрейлингсбуш, и фарфорист Сидор Кузнецов выпускал посуду с таким клеймом. Территорию Дрейлингсбуша присоединили к Риге в 1934, а вот нынешним Дрейлиням пришлось ждать еще 40 лет. Я про них вскользь рассказывала в контексте Плявников. В 1990-м там началось строительство многоквартирных домов для молодых семей, которые временно занимали плявникские малосемейки. Но с развалом СССР стройку заморозили, и дома достроили только спустя 15 лет. Кстати, когда 9-этажки стояли недостроенными, их для тренировок использовала латвийская армия. В восточной части основной территории Дрейлини преобладает жилая застройка, частные и многоквартирные новые дома. В западной и северо-западной – офисные и складские помещения крупных компаний. В последние лет 10 там постоянное шебуршение, даже Макдональдс и KFC построили. Сейчас на подходе большой оптовый супермаркет Промо. В 2019 году Дрейлини стали микрорайоном с самым быстрым приростом населения. В Риге, пожалуй, больше нет районов, где было бы столько новых многоквартирных домов на квадратный метр. Однако часть из них социальные, поэтому полиция сюда наведывается довольно часто, буквально с появления первого жильца. Как отмечают работники правопорядка, самой проблемной стала улица Дзилнас. Пришлось даже организовать стационарный пост муниципальной полиции и повесить камеры видеонаблюдения, потому как публика там была честью и разумом не обремененная. Вышел покурить на общий балкон, не смог открыть окно – не проблема, можно выбить. Та же история с подъездом. Забыл ключ или код двери – выбьем. В 2019-м в Дрейлинях орудовал пироман. Психически нездоровый мужчина, которого время от времени забирали на принудительное лечение, а по возвращению он поджигал мусорники. За год 10 раз. Однажды пожар был настолько сильным, что пришлось эвакуировать жильцов через окна. Прекратились поджоги только тогда, когда поджигатель переехал. Но не в специализированное заведение, правда, а просто в другой район. Да, я, когда работала в доставке, тоже несколько раз бывала в этих социальных домах. Жильцы, конечно, обращаются с ними просто варварски. Стены исписаны, ручки на окнах сожжены, новый лифт еле едет. Обидно, в общем.
Ну а вот что с этим аппендиксом станет, пока не ясно. Было бы замечательно, если бы там оборудовали прогулочные тропки. В общем, говорят, что перспективы развития есть. А может быть, мы с вами станем свидетелями становления Рижского микрорайона совершенно нового типа. Остаемся на связи, как говорится, и продолжаем наблюдать. Visnozīmīgākais un vissvarīgākais nākošās 5 gadus objekts būs jaunā Ziemeļu tilta projektēšana un būvniecība, kurš, starp citu, ir paredzēts kā tilts ar paceļam elementu, lai varētu piekļūt pie jūras pasažieru stacijas. Nākotnē ir paredzēts vēl būvēt tiltu blakus dzelzs tiltam, tur, ko kādreiz pirmskara periodā tilts bija, lai tādā veidā izveidot, manuprāt, ļoti loģisku sakarību starp kreiso un labo krastu, jo nākotnē centrs attīstīsies arī kreisā krastā.